Всем доброй ночи, друзья мои. Я знаю, что 4 числа будут все меня поздравлять, поэтому снимаю видеоролик с тем, чтобы попросить вас, если вы хотите поздравить, написать свои поздравления под роликом, потому что навряд ли я смогу всем ответить. Я еще с Нового года многим не ответила, которые меня поздравляли с Новым годом. Я понимаю, что это ваше искреннее желание. Я это ценю, поверьте мне. Просто физически я не успеваю всем ответить, но дабы не было обидно, поэтому я попрошу всех, кто желает меня поздравить, потому что все равно это будет, написать под роликом. Вы прекрасно знаете, что я совершенно не люблю никакие зимние праздники. Для меня праздник только 9 мая. Определенные праздники, связанные с моей деятельностью, с древними верованиями, которые я периодически могу праздновать, если у меня есть на то силы, время. И все. Дни рождения я вообще не рекомендую праздновать. День рождения – это обновление человека. И большинство людей, как правило, умирает или ближе к своему дню рождения, или чуть позже своего дня рождения. Основное количество людей. Это очень опасная дата. И в эту дату не стоит ни какие-либо ритуалы проводить для себя, не концентрироваться вообще на этом дне. Позже можно поздравить человека, но заранее не следует ему дарить подарки или поздравлять, это тоже имейте в виду. Есть определенные даты для меня, которые очень опасны. Это возраст, где есть цифра 3. Вот 3 месяца я чуть не умерла, в 3 года чуть не попала под машину, когда побежала за бескрыльем голубем. И я об этом рассказывала, и чудом спасла. С 13 лет я чуть не умерла. В 23 года рожала сына и тоже чуть не умерла. В 33 мне удалили глаз, была онкология. В 43 мне провели операцию, просто я об этом не говорила, не считая нужным. Следующая трудная дата будет 53. Кроме всего прочего, самый тяжелый возраст, переход 33, называют возраст Христа. У многих людей в 33 переход либо сюда, либо туда. Либо они гибнут, либо поднимаются. Либо возрождаются из пепла. Это у многих людей. Его называют возраст Христа, но он намного раньше известен, еще до христианства. Возраст земного Бога называется, что... То есть имеется в виду, что если боги отправляли кого-либо из посланников, то обычно в 33 года либо прославлялись они, либо проваливали свою миссию. Если они перешагнули этот рубеж и смогли преодолеть, значит, они уже поднимались в жизни. И очень многие сейчас узнают себя в этом возрасте, что это был такой переходный возраст, некий такой переход, либо гибнуть, либо вперед, знаете, либо пан, либо пропал. Потом для ведьмы очень опасный возраст 40. В 40 лет я чуть не умерла, потому что было душевное потрясение по поводу того, что происходило на моей исторической родине.
Я еще раз увидела мир, потусторонний мир мертвых и более ярко. После этого внутри меня открылись те видения, которые у меня всегда были, более ярко, открыто. И эти порталы, которые, не описать словами, земной человек это не поймет. Я видела то, что даже врагу, наверное, не пожелаешь видеть, что там по ту сторону, касаемо душ. Вообще, по идее, я должна уйти в 53, но есть одно но. Не от меня зависит. Зависит от того, насколько я еще нужна, и силы продлевают срок человека. Я совершенно не стремлюсь к большему сроку, потому что мне в этом мире очень скучно. Я выше очень многих обычных человеческих ценностей, материальных ценностей. Мне мироздание дало очень-очень много и компенсировало сполна все, что я прошла в этой жизни. Я прошла очень трудную жизнь и прохожу в том числе. И очень многие подробности из моей жизни, скорее всего, вы узнаете либо после меня, либо перед моим уходом. Потому что есть вещи, которых я даже помнить не хочу. И захочу ли я помнить даже тогда, на пороге смерти, не знаю. Я родилась в 29-й лунный день Гекаты. По натальной карте такие люди, как я, называют Гекатой. Такая натальная карта у нескольких очень известных ясновидцев и прорицателей мира. Это не бахвальство, это факт. Я даже называть их не буду. Такой тип людей называется Геката. Это люди, у которых очень сильное слово, очень сильное видение и связь с миром духов. Ну и расплата за это огромная. Я очень надеюсь, что я родилась на этот свет не просто так и не зря. И все мои мучения, которые я прошла, они должны были быть, чтобы я стала мудрее, чтобы я понимала каждого человека. Я родилась в ночь, когда была ужасная буря. И буря переворачивала деревья, корнями вырывала. И мамина мать, моя бабушка, в шутку называла меня дитя бури, дитя ветра, Каришвили. И вот эта буря прошла сквозь всю мою судьбу. Потом я читала произведение. Я помню, когда я первый раз столкнулась с автором Райдер Хаггард «Дитя бури». Я аж отспенела, извиняюсь. Я подумала, это не про меня ли написано. Там совершенно о другом, конечно, о другой женщине, но тоже ее называли «Дитя бури», потому что она родилась в ночь, когда буря бушевала. В моей жизни не было ничего случайно. И встречи, и расставания. Меня отправили сюда в один из самых тяжелых веков в истории человечества. Наверное, не просто так, потому что я надеюсь, что я вылечила и лечу души многих людей, и мои работы останутся и будут помогать людям из поколения в поколение. У меня очень, очень старая, очень древняя душа, очень уставшая от людского примитива. Но раз меня отправили сюда, значит, я должна, обязана прожить свой век. От сих до сих, сколько посчитает нужным
силы. Я не праздную свой день рождения, друзья мои, не вижу в этом особой такой. Я и в юности не праздновала, а сейчас тем более. И вам тоже советую не быть рабами вот этих всех рамок. Освободите себя от этого рабства. Не праздную, и все. Спасибо большое. Ненужные дары, не приходите, я не праздную. Просто иногда бывает, принуждают человека, чуть ли не, знаете, такое бывает. Мы не обязаны жить по законам и канонам других людей. Если уж это день рождения, то не, знаете, этот праздник посвятить себе тогда уж, если на то пошло. Хотя я даже не помню. Мне напоминают, я думаю, какой еще, чего за день? Ёлки-палки, я же забыла. Ну, как всегда, Водолей, таинственный знак, один из редких знаков, меньше всего водолеев в мире, потому что водолей рождается в самый мистический месяц, февраль, который то 29, то 28 заканчивается. Покровитель у нас Ника, богиня Победы. Люди мы непростые, с трудной судьбой, но оптимисты. Что еще сказать? Я вообще считаю, что сейчас какой праздник, о каких праздниках речь? Тем более такие люди, как я, должны подать пример сдержанности, достоинства, не знаю, серьезности, что ли. Вот эти легкомысленные, ой, праздники, там, ха-ха, хи-хи, ну и нехорошо. На фоне погибших ребят, на фоне стольких бедствий и трудностей в мире. Какой еще день рождения? О чем вы? Даже думать не собираюсь об этом. И поэтому, пожалуйста, не обижайтесь, если я не отвечу, потому что я не успеваю, мне очень много более важных дел, чем еще один день, приближающий меня к смерти, праздновать. Но если у кого есть желание, вот, пожалуйста, под роликом можете поздравить. Я это ценю. И спасибо всем за внимание. Всем удачи.